Приветствую вас, друзья, гости и подписчики моего канала «Свяжем вместе с Ройз Магнит». И у нас с вами одна из любимых рубрик – это домашние посиделки. И сегодня мы начнем с распаковки. Я здесь ходила в местный магазин, притащила немножечко пакетов и начну, пожалуй, с блестяшек. А блестяшек я взяла достаточно разных цветов, разных составов, ну и, естественно, разного диаметра. У меня здесь немножко итальяшки и все остальное Турция. И, естественно, это все блестяшки. Но, конечно, это не все. Все еще впереди покажу новиночки красивые. Но, естественно, начнем с блесков. Начну, пожалуй, с итальяшечки, потому что у меня ее ровно одна бобинка, один цвет. Ну, чем богаты, тому и рады, как говорится. Королевская пайетка на хлопковой основе, безупречный цвет марсала, один из самых, да, в каждом сезоне, в особенности осенним, популярен из года в год. Просто невероятный шик. Забрала и бобинку, и намотку, которая была здесь. Пайетка у нас 3,6 миллиметров, а вот метраж, по-моему, 300 метров, да, говорила она. 300 или 350, оуни, 300 метров, 100 граммов. Почему я знаю, что 300? Потому что здесь артикул оуни у меня такой есть. Очень красивый, очень мне нравится. Я думаю, его тоже можно скомбинировать с абсолютно различными составами и не только теплыми и демисезонными. У нас здесь раз, два, три, елочка, гори. Забыла включить под настроение, сижу и думаю, что-то мне тут не хватает какого-то такого сказочного магического настроения. Басечка, у тебя здесь свои игрушки, куча вкусняшечек, сиди, пожалуйста, молча. Итак, девчонки, следующий очень такой вот интересный и роскошный цвет. Кстати, когда мы пришли домой, мама сразу подобрала к нему компаньон. Да, мама, яркий такой красивый насыщенный меринос, прям вот четко, идеально в тон. Тоже королевская пайетка в таком вот травяном больше цвете, без артикулов, да, у нас это же у нас Турция. 340 340 метров, да, мама нашла на сайте. А что ты смотрела, по-моему, бамбуковая основа нити, нет? Что-то там вот такое было написано. Не помню точно, потому что она здесь прям вот, знаете, она здесь как вот, типа вот шелковистая такая, вот очень скользкая, но чтобы вот прям как хлопковая основа, например, китайцев, да, или итальяшки, нет, не похоже, очень она такая с блеском. И вот она мне даже напоминает нить основы, знаете, вот хлопок с бусинами от китайского производителя, да. И там вот такая же вот скользкая ниточка, она прям тоже так же вот сама блестит. Вот мне напоминает почему-то именно, ну, вот такое вот. А ну, посмотри, пожалуйста, ты мне как раз бросала, чтобы я сохранила. памук Бамбук, какой-то. да? Памук. Памук. Памук это, по-моему, у турков как раз этот. Органик паук, стопроцентный органик памук. Вот он, по-моему, у турков хлопок, если я не ошибаюсь. Ну, может быть, Загуглим. да. Ну, в общем, девочки, написано на сайте производителя памук, органик памук стопроцентный. Так и будем. Турчанки у меня тоже смотрят, поэтому сразу пишите, я через переводчика переведу, буду точно знать. Это турецкое название чесаного хлопка высококачественной ткани из натуральных волокон. Я же говорю, такой блеск От вот обычного интересный. хлопка он отличается повышенной мягкостью, прочностью, шелковистостью То, что я и сказала, да, шелковистый и такой вот прям. износостойкостью благодаря специальной обработке вычесыванию. Ну, очень, мне очень нравится то, что он Это такой с чесаный хлопок. блеском, прям, ну, очень-очень красивый такой вот, прям интересный. И королевская пайетка тут тоже глянцевая, она полностью в тон ниточки. Блин, ну, очень Он круто вообще напоминает прям. хлопок С с пряжей, с бусинами. Я тоже бусинами. девочкам сказала, знаете, вот как хлопок Да, с бусинами, вот точь-в-точь такой же разница самый. очень ощутима между Очень, двумя конечно, хлопками. здесь вот прям чувствуется, что хлопок, да, мы Вот этот привыкли, ну, как переливной. бы к хлопку, а этот он вот такой скользящий, переливной, струящийся, можно так сказать, ну, естественно, с таким вот себе блеском. Если у нас эта ниточка хлопка матовая, то это более с блеском, и вот такие вот, как бы, казалось бы, маленькие нюансы, они потом играют большую роль в любом изделии, особенности, если мы добавляем какой-то компаньон, потому что где-то, например, вот такая блестящая ниточка, она может сыграть свою роль, свой акцент. А ты именно что такое? Печеньку кушаешь? Кушай печеньку. Такая же самая вот следующая у нас в таком красивом, очень шоколадном цвете. Сколько у нас тут? 820 грамм, да?
Большая бобинка, плюс вот это еще тут почти полноценный, почти килограмм. Очень красивая шоколадная основа. И пайеточка такая вот шоколадно-голографическая, прям вот как стрекоза, Глянцевая, глянцевая. Смотрите, красиво. вот она переливается так круто. Я, честно говоря, таких расцветок еще не видела. У меня очень много королевской разной пайетки, и матовой, да, и глянцевой, и прозрачной. Но вот именно, что прям вот такая вот, в таких вот оттенках именно основы нити были вот такие вот мерцающие, типа стрекозы или еще что-то, у нас такого еще не было. Сама стрекоза у нас есть, да, или как ее там называют, а вот чтобы именно основа, допустим, коричневая была, такого нет. Ну, очень круто переливается. Вообще такой роскошный цвет, у нас шоколадного мохера очень много. Представьте, такой красивый кардиган сделать. Я думаю, это было бы просто бомбически. Естественно, мы не удержались, забрали сразу вот таких вот 2 маленьких моточка, это то, что наматывалось. И уф, как турчанки говорят, уф, огромную вот такую вот бобину, вот такого графита. И здесь у нас пайетка, это хлопок, это не глянцевая, но потолще. Пайетка у нас здесь серебро, глянец, и ниточка толще. Так, разница в расположении пайеток. И в расположении, ну же видно В здесь, что она не турецкой такая. их меньше. Вот. И расстояние. На сантиметр с каждой стороны. Очень тоже красивый, и тоже серых разных кидмахеров, альпаки, суперкида, вообще полушерсти разных смесовок. У нас тоже очень много. Можно создавать разные кардиганы, бомберы, жакетики, платья, свитера. То есть, Много ну, серой пряжи. очень много, ну, здесь достаточно, здесь очень ее, сколько тут? Тут килограмм, 1,5 почти килограмма, плюс вот эти моточки. Ну, создать вот из одного даже, из одной такой бобины, в особенности, кто вяжет на заказ, можно очень много. Очень круто. Ну, блеск, конечно, вообще прям вот как звездочки. Такой вот. Почти с десяток изделий. Как минимум. Очень-очень мне понравилось. Следующий цвет мне прям безумно понравился, потому что я обожаю такие оттенки. Я обожаю бежевые, шампань. У меня даже вот баксик недожаренный по картинке. Есть, знаете, такая картинка в интернете. Там 3 вида шпицов, да. Белоснежный, да, вообще не поджаренный, по-моему. Айвори такой, как вот баська, это недожаренный, там типа тостерница такая стоит с другой стороны. И черный это пережаренный, да, Подгорелый. подгорелый. Вот мы баську всегда называем недожаренный. И вот такие расцветки, вообще шампань, вот даже на мне бежевый, это мои самые любимые тона. Вот такая вот красота. Светлый-светлый такой вот, как песочно-шампань. И голографическая, здесь тоже королевская пайетка с микро. Просто. И она, знаете, вот сейчас я поднесу поближе, она вот в такие вот, как прям блесточки. Такое впечатление, как, знаете, вот гель-лак с кучей блесточек, да, вот так же само вот и здесь, вот прям оно видно хорошо. Но такое очень интересное сочетание. То есть она не просто голографическая, как вот крыло стрекозы там, или даже я приведу пример, как вот эта вот разница очень ощутима, потому что она прям вот у нее покрытие блесточек отдельно еще внутри. Но что-то я смотрю уже такое, да, создают интересное. Но вот это вот я сразу эту бобинку как увидела, я так, хватит, это мое. Я никому не дам, потому что мне очень нравится. И у меня тоже есть Силария Аврора, суперкит. Я, кстати, из нее вязала Аликанте кардиган. Многие девчонки знают, согласятся со мной, что вот прям идеально подойдет, если вот такой кардиган крутой связать. Ну, а я кардиганы очень люблю, поэтому вообще так сверху накидать. Очень, мне очень, даже издалека вот особенно видно, как оно вот переливается, блестит. Ну, блин, фантастические такие оттенки тоже. Видите, турки создают уже что-то свое интересное. Я, кстати, подписана на несколько турецких магазинов, очень-очень крупных. Один в Стамбуле, другой там еще в каком-то другом городе. Они меня приглашали, кстати, к себе в гости, там поснимать контент. И мы часто обмениваемся сторис с репостами, потому что они репостят что-то у меня, а я подкидываю в ответ репощу что-то к себе для своих, да, девочек, для своей аудитории, кто из-за границы живет. И я вот смотрю магазины, у них, ну, очень большой выбор сейчас пошел пряжи, и они тоже как и турецкую свою, естественно, продают, так и, естественно, итальянскую импортируют и тоже, да, продают. Но вот у них пошел прям такой резкий бум на все эти блески, блестяшечки, люриксы, в особенности пайетки, королевские поездки. У нас же штучанки в основном-то вяжут крючком, да, но и спицами тоже много вяжут. И я так смотрю, у них в магазине столько красоты,
которые даже у китайцев нет на самом деле. Что-то вот такое вот интересное Турция начинает производить, и это очень круто. Тем более, что находится рядом, 2 часа полета, можно затариться чемоданчиком всякой разной красоты. Такой, которая вот, ну вот тут точно такой ни у кого не будет. Следующие у нас, девчонки, это микропаетки для тех, кто любит блеск, но любит его более-менее деликатный. Все они у нас на полиамиде. И это, по-моему, у нас итальяшечка, да? Одна итальяшечка. Вот это вот или голубая? По-моему, или вот это пыльно-роза вот это вот, по-моему. Хотя они все идут с такими одинаковыми этими. Ну да ладно, вот Голубая и тау. голубая тав, да, по-моему, у нас итальяш. Оно, в принципе, и ну оно и на ощупь чувствуется. Вот это помягче на полиамиде. Итальянская, да, потому что мы знаем точно, что 2 бобика у нас итальянские. И тоже здесь микропаетка полностью голографическая. Голубой вот такой небесный оттенок. Видно, что 2 пайеточка миллиметра. голографическая. То есть она не голубая, да, в тон. Очень. И вот эта ниточка помягче, потому что итальяшка, опять-таки, очень красивая. Я смотрю, сразу вон лежит голубой цвет. Я его покажу немножко позже. Запоминайте. Очень красиво смотрится, очень круто. Не спрашивайте, для чего мне столько много пряжи. Бывает, задают такие вопросы. Девочки, у меня более тонны пряжи. И мы из всего вяжем, потому что мы создаем модели, мы создаем мастер-классы. Мы вяжем очень много и на наличие вяжем, поэтому не нужно задавать, дублировать этот вопрос. Да и вообще это хорошее вложение. Хорошее вложение, да, денег. Следующий вот такой тауп, кстати, вот прям фактически как вот это тоже я очень люблю такие оттенки, но здесь у нас пайеточка тоже золото с таупом, что-то вот прям именно четко в тон, и это тоже итальяшка, потому что ниточка мягусенькая, 100% полиамид, но он мягкий, и это очень ощутимо в руке, ну и в принципе, когда мы вяжем, да, это тоже очень ощущается, очень круто, блин, ну... Я уже не знаю, где еще взять эти 20 пар рук, где еще взять 20 пар ног, чтобы там где-то ноги бегали, фоткали, где взять еще одну маму, которая будет тебя фотографировать везде и снимать. Ой, я уже не знаю. Следующие 2 оттенка у нас это именно турецкие, оно чувствуется, или китайский, да? Турция. Чувствуется на ощупь, она более жестковатая. И цвет такой, по-моему, серебро, да? Или у меня уже... А, нет, золото. Серебро. Нет, золото вот так переворачиваешь, золото. Мята с золотом. Казалось бы, такие какие-то интересные цветовые сочетания, которые, да, ты не думаешь, что их можно совместить. Хотя фантазия безгранична у нас, но очень-очень круто смотрится. Блеск прям, ой, ну вообще. И тоже у нас мятных оттенков. Ой, у нас, по-моему, Газалтеди мятный, да, был? Или нет? Ну, что-то у нас такое... Да, есть у нас. Ну, у нас много чего есть. Поэтому скомбинировать можно абсолютно со всем. Вкусняшки у тебя еще есть? Есть. Ой, какой ты срач на стульчике развел. Опять убираться. Следующее, это вот любимые маме. Ну, убери, пока не показывай, пока это секрет. А то мама тут уже бегом несет. Ну, мятный. Ну, подожди. Следующее, это мамины больше любимые оттенки. Она обожает вот такие травяные зеленые. И здесь зеленый вот с золотом. Очень тоже круто смотрится. Такое впечатление, что какая-то поляна с такими цветочками. О, как одуванчики, да? Одуванчики на зелени. Очень круто. Да, это да, очень круто смотрится. Блин, ну... Я же говорю, вязать, просто не перевязать. Ух, всей жизни, конечно, не хватит столько вязать, поэтому спешим по поводу мяты и по поводу новинки. Давайте, наверное, сначала перейдем к новинкам, потому что я когда увидела, и этого было очень мало в магазине, я сразу сказала, никому не продавай, я сейчас через 2 минутки буду. Я сразу же приехала и забрала, ну, по крайней мере, большую часть. Давай сюда. Ну что, дорогие друзья, немножечко буквально новиночки, потому что привезли очень-очень-очень мало. Газал Тедди, любимый, вы уже знаете, да, наш любимый Газал Тедди. Девчонки вязали, когда комплект Бактус. И митинги остались просто безумно довольны. И честно, я тоже просто обожаю. Я не знаю, я просто без ума от этой пряжи. Вот такой роскошный, просто мятный цвет. Прям, знаете, вот он мне напоминает четко Тиффани. Но новиночка, о которой сейчас тоже гудят очень многие мастерицы, я, если честно, даже не планировала ее заказывать из-за границы в онлайн-магазинах, потому что, ну, в принципе, я не видела как бы смысла. Но когда появилась здесь, думаю, естественно, почему бы и не взять.
наш новенький Газал Тедди Мерино. Австралийский меринос, по-моему, 60%. А, нет, 40% австралийский меринос и 60% полиамид. И я решила просто соединить Тедди с Тедди Мерино. Потому что в чем у нас разница, да? Многие сказали, ой, они типа одинаковые, особенно те, кто еще не держал их в руках. Наш Газал Тедди, он идет, если вы внимательно посмотрите, ниточка сплетается из двух. То есть плотненько, да, ее вот эта вот, которая мериносик, и вот такая вот тонюсенькая, это наш полиамидик из двух ниточек. Вот это вот Газал Тедди Мерино, он у нас более длинноворсовый, особенно после стирки и ВТО. И здесь идет одна единая распушенная ниточка. Но абсолютно два одинаковых цвета, и поэтому я решила, думаю, возьму, наверное, одну пачку такого, вернее, упаковку, да, одну упаковку такого. И соединю. Очень мне хочется посмотреть, что из этого получится. Но все равно, да, вот заметно, даже вот так вот заметно на белом фоне, вот, наверное, даже на черных моих волосах, заметно, что здесь ворс в Тедди Мерино более, естественно, распушен, и она больше длинноворсовая. Газал Тедди у нас менее длинноворсовая, но тоже такая же мягуська. Я считаю, это будет просто роскошно. Я очень хочу... Ну и здесь даже по фактуре все равно заметно, что два разных моточка. Я очень хочу соединить эти два артикула. Так, это у нас, по-моему, Тедди, да? И это у нас Тедди. И посмотреть, что в итоге получится. Ну и, естественно, то, что маменька моя говорила, моя любимая Валиде, моя помощница, корона на моей голове. Вот так вот можно соединить эти цвета с тем же самым. Это у нас турецкий, да, по-моему? Турецкий полиамид, микропоеточка. Просто фантастика будет. И представьте, если соедините эти две ниточки, да, и соедините вот это на крупных таких вот спицах, такой красивейший воздушный просто кардиган. Я думаю, это будет просто бомба, девочки. Идеальное сочетание. А Комбо. какой из этого получится шикарный твидовый узор? Ох, я об этом Толстой, еще с даже тонкой и не пряжей. думала, потому что я вот что первое мне в голову сейчас бахнуло, я увидела кардиган, потому что у меня просто болезнь на кардиганы, я их обожаю, я их готова вязать разными конструкциями, с разными узорами, с пуговицами, без. Я карди просто обожаю. Поэтому вот решила я как-то вот соединить два вот таких вот, вроде бы как бы разных артикула, да, но по цветовой гамме вообще вот идеальные, девчонки, комбо. Сразу, наверное, здесь где-то покладу себе. Следующий тоже у меня Газал Тедди Мерино, только я взяла вот в таком нет, это не Тедди Мерино, извините, это у нас Мерлин Меринос. Вот он, нашумевший Мерлин Меринос. Здесь у нас 59% полиамида, 41% австралийский меринос, и он еще больше длинноворсов. Посмотрите, какой в нем пух. Тебе нравится? О, мне тоже нравится. Просто фантастически. Я что-то подозреваю, что, наверное, мое обнуление визы начнется раньше. Я хочу просто закупить чемодан, возьму с собой сына, чтобы было 2 чемодана, чтобы было не так палевно на таможне в аэропорту. И, наверное, привезу все вот этой вот красоты немерено, потому что это просто фантастика. Цвет божественный, очень красивый, очень нежный. Ну и, естественно, бобиночка, которую вот я ранее показывала, да. Посмотрите, как идеально будет сочетаться. Он такой длинный. Он, кстати, вот в аналах, да, он, по-моему, Лана Гросса Баста по длинноворсовому. Но я вам скажу, вы знаете, девчонки, если честно, если брать в сравнении, мне кажется, Лана Гросса Баста, о ней наслышано много, начитано тоже, но у меня ее нет, то вот это вот, ну не то чтобы ничем не хуже, мне кажется, даже лучше. Как по ценовой категории, так и по мягкости, ну и в эксплуатации также, потому что, опять-таки, девчонки, которые вязали из Газал Тедди, все просто мега довольны. Очень-очень крутое сочетание. Так. Мы и так фактически не спим. У меня, я даже выпала из своих сторис в Инстаграм. Я обычно всегда показываю свою жизнь, как и в Телеграме. В основном у меня сейчас посты процессов, готовых изделий, вязания, обучения, всяких этих полезностей, потому что я никуда не выхожу, честно. Я сижу постоянно дома, постоянно за спицами, я не могу, мне хочется вязать абсолютно все и только вязать. И еще один такой же цвет, тоже Мерлин Мерино.
Я все равно открою, потому что я не могу, у меня прям вот эта пушистость его не дает мне покоя. Я вообще обожаю вот такую пушистую пряжу, но только Ну, чтобы она не пряжа очень красивая, очень. сыпалась. Пряжа безупречна. Ой, как раз смотри, 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 идеальная просто под брючки у меня здесь будет такое вот комбо. Кстати, даже поверх вот моего любимого топа Маракеш, та самая марокканская история с французским кружевом, которая просто взорвала все мои социальные сети. И вот королевская пайеточка, вот эта вот, которая с блеском, как я говорила, да, представьте. Ой, девчонки, так, все. А ты говоришь, можно выставить на наличие. Нет, нельзя, потому что пряжа в одном экземпляре будет только мое. Я просто знаю, что и у меня его сразу купят, а я не смогу продать эту красоту. Ну как это я буду здесь в Египте в таком не ходить? Нет, я обязана просто. Очень, очень, очень мне нравится. Так, маменька, сколько у нас там в сутках? Говорили, что у нас что-то там, какие-то коллайдеры типа остановились, и время ускорилось, но вроде бы как там у нас и уже не 24, а 28 часов. Что-то такое, где эти часы, дополнительные руки, ноги и все, и прочее, прочее. В общем, девчонки, по пряже из новинок вот такие вот красоты. Уже я не покупаю прям супер много, потому что у меня очень много всего разных составах, и подкупаю уже только такое вот. Но приедет ко мне еще красота, я уже заказала, я ее покажу немножечко позже, потому что мы ждем поставку, она здесь у нас по месту, и поверьте, вы будете просто шокированы. Вы даже будете шокированы не тем, что это за состав, вы будете шокированы ценой на такой состав. Кстати, девчонки, вот такой лайфхак, я еще нигде такого не видела и не слышала ни у кого из видео, распаковок и так далее. Кто из вас вот вязал Мерлин Меринос, да? Хоть кто-то обратил внимание, что здесь в составе 2 ниточки и одна из них эконорка. Я вот сейчас просто покажу, разъединю ее, и вы поймете, откуда, да, вся вот эта вот якобы пушистость, откуда весь этот длинный ворс. Разъединяем ниточку, как Просто лебяжий здесь пушочек. эконорка Более мягкая, не такая 3 жесткая, как сантиметра. Китай, да. Да, 3 Ну и сантиметра. ниточка самого, естественно, якобы Помягче мериносика, да. ниточка. Очень помягче. И, кстати, я скажу, честно говоря, она мне даже нравится намного больше, чем вообще классическая эконорка Китай. Тедди ниточка поменьше эконорки. Конечно. А в Мериносе в этом она намного длиннее. Да. Мерлин Меринос, Мерлин Монро. Вот она. Вот какая здесь эконорочка коротенькая. Ну, 2, наверное. А здесь прям 1,5. 1,5, а облачко. здесь 2-2,5. Такие вот себе В этом разница только. классные. Только в этом Очень разница. мягкие прям. Боже, красота. Уф, вот это сразу можно ко мне в комнату. У меня и так там срач из пряжи. Вы же знаете, как черт ногу сломает. У меня мама бывает заходит в комнату и говорит, а как ты тут спишь вообще? Я говорю, ну вот так как-то, ну. Потому что много красоты всякой, и все, оно стоит под руками и прочим. Так, девчонки, переходим к следующим новинкам, нашим именно вязаным процессом. Сразу хочу сказать по поводу платье Моника Дресс, которое с кружевом, да. Изделие у нас уже готово. Я думаю, наверное, это у нас новая, да, неделя началась. На этой неделе у нас выйдет мастер-класс по нему, это реглан-погон сверху. Все будут вязать, анонс, все как полагается. Сегодня будем на видео кружево Да, пришивать. сегодня мы с вами будем на видео кружево уже пришивать и так далее. Поэтому на этой неделе, ну, я думаю, 100% выйдет. Как минимум даже первая часть. У меня-то отснято все, сразу предупреждаю, особенно кто у меня новенький, у меня не, потому что вчера мне писали в комментариях, а есть ли вторая часть реглан погон? На что я ответила, пожалуйста, внимательно изучайте плейлист, потому что ни один мастер-класс я не загружу, если он полноценно не записан и не готов. Поэтому этот мастер-класс полноценно готов, и он будет разделен тоже на несколько частей, и тоже будет уже вот подгружен, дай бог, на этой неделе, поэтому кто готов успеть связать к Новому году. А я сейчас покажу новинку, которую я показывала в Рилсе. Какая у нас здесь красота. Просто фантастическая. Это круглая кокетка сверху вниз. Авторская разработка. Просто фантастическая. Я покажу на днях шотс, как это смотрится на мне. Девчонки, я прям надела. Вот сейчас надевать не буду. Но мне, знаете, вот напоминает такой вот красивый кружевной воротничок. Боже, это просто фантастика.
Ее сейчас разрабатывала моя мама. Я ее уже буду полноценно записывать на мастер-класс, но это будет платный мастер-класс. Другие кокетки мы тоже с вами будем вязать на YouTube-канале, но вот эту вот красоту, нет, это, к сожалению, на YouTube-канале не будет. Очень мне нравится. Здесь у нас фабричный край, да, потому что это авторская разработка. Сам узор тоже можете не искать в интернете. Я имею в виду клин узора, его не существует. Очень круто смотрится. Это уже у нас фактически готовая кокетка, да, у тебя, Да. по-моему? Что у Ну, тебя добавлю. дальше? Ну, ты добавишь 3 ряда еще какие-то. и все, и пойдет уже тушка. Просто Наверное, я буду стирала. вязать и я, да, лицевой гладью, потому что я быстро вяжу, пока мама разрабатывает следующие проекты. Потому что я же говорю, вот так мозг кипит, и все хочется связать. Я пока вязала второе платье, да, вот это у меня была долгая история. Если бы меня еще ничего не отвлекало по полдня, было бы вообще замечательно, конечно. Готова вторая. Дальше у нас вот по шапочкам, девчонки. Ну, кстати, в вот этом цвете, да, я показывала, в этом цвете платье готово, девочки, это просто Кокетка в этом. фантастика. А кокетка, да, вот в этом цвете, в этом же составе. Посмотрите, как из одной бобины можно круто всего сделать. И, кстати, классно вот так вот даже сделать такую кокетку и в тему сделать такую, типа, тоже шапку. Ажурную, Только не ажурную, а другим каким-то узором, там, типа, тоже косичка ранчиков и прочее. Вот так у нас вот две шапочки. Это моего Геруши и моя. Очень крутые. Ой, ну вообще. Это то, что мы с вами будем вот вязать в ближайшем будущем. Круто смотрится и раскрывается пряжа после стирки. В этого все у нас ровненько. Ну, мы мега довольны результатом. Герман так вообще доволен. Он уже просит, отвези меня там, где снег. А снег у нас может быть в Каире. Очень шикарная. Стамбул надежнее по снегу. А? Стамбул надежнее Да, по Стамбул снегу. точно понадежнее по снегу. Ну, я там смотрела, там сейчас дожди, прям вот. Поэтому это надо только ждать вот как раз декабрь, январь. Это такое вот, если даже выгулять, такое поехать по делам. Вот такие вот у нас шапульки уже готовы. Тоже мы на днях возьмем запись на мастер-класс. Вяжется очень быстро, но вот для подарков актуальное, для себя любимое, тоже очень круто. Кто-то может созреть на Для шарфик. тебя будет в ангоре с микропоездкой. Да, может, все-таки мы там созреем и на шарфик. Зрей. Сразу будет зрей, вяжи сама. Мама тоже не очень любит эти все аксессуары. Как и я, в принципе. Так, ну и по поводу костюма, который майка с кардиганом. У меня майка тоже уже почти готова. Я тоже планирую в декабре, если ничего, как обычно, не помешает, запустить этот мастер-класс на YouTube-канал. Я рассказывала в предыдущих посиделках. Это майка и кардиган с королевской пайеткой из Эконорки. Майка у нас из микропайетки. Тоже у меня уже почти готова, потому что вяжется лицевой гладью. Вяжется очень быстро. И, в принципе, вязать там нечего. Большой размерный ряд и тому подобное. Свяжет все. Тем более, что у нас достаточно свободы облегания, широкие лямочки у нас, поэтому для любого возраста и для любого размера идеально подойдет. Да, если в канале много мастер-классов, в принципе, есть выбор. Можно вязать, то начать, то начать. А то потом начать. вернуться всегда, да, и Для закончить. разнообразия, чтобы не надоедало. Это да. Вот. А вязать мы планируем очень много, поэтому... Дай бог, все успеем. Ваня, ты уже весь вот замязгался, весь в печенье. Ну что, дорогие мои, в следующих посиделках мы с вами уже поговорим, что у нас на спицах, какие процессы и так далее. С распаковочкой мы закончили, отвлекать надолго вас тоже не хочу. Но могу сказать одно, что вот если все девчонки, абсолютно, кстати, все поголовно, кто вязал из Газал Тедди, довольны мега, и я тоже мега довольна. Я думаю, что вот такие вот, как Мерлин Меринос, да, чего там у нас еще? Тедди Меринос, да, по-моему, или Марлин, ну, короче, вот что-то типа того. Я думаю, мы тоже не разочаруемся. А если вы уже вязали из такой пряжи, то обязательно пишите в комментариях, как она вам, как она себя ведет после стирки в ВТО, нравится, не нравится, сыпется, не сыпется. Я, например, обожаю пушистую пряжу, но я не люблю, когда она сыпется, вот честно. Не люблю вот эту вечную чистку всего. Ну что, надеюсь, вам было интересно, полезно, вдохновительно, скажем так. Обязательно ставьте лайк, обязательно делитесь с вяжущей подружкой. Пусть как можно больше людей присоединяется к этому прекраснейшему искусству, потому что вязание это уже давно не просто хобби. Вязание это искусство. Подписывайтесь и до новых встреч!